Всем привет! И мы решили поехать в Карелию вот на этой машине. Сборы были довольно длительными, но мы совсем справились. Нас ждет до ближайшей точки 1000 километров. Мы хотим поймать рыбу, мы хотим отдохнуть и, в принципе, насладиться прекрасными видами Карелии. Со мной едет Артем, Макс, ну и я, Костя. Почему именно Карелия? Потому что там красиво и много рыбы. Мы едем и не знаем, что там будет, поэтому это и интересно. Мы приедем, набухаемся, не сможем поставить палатку, уснем как есть, проснемся, поедим, дальше будем ставить палатку. А вокруг медведи? А вокруг медведи, но они перегары испугаются. Нормально все будет. Мне нравится ощущение путешествия, оно заключается в том, что ты не знаешь, что тебя ждет. Когда ты сам готовишь, тебе приходится что-то смотреть, заготавливать. Когда кто-то другой, ты можешь просто быть ведомым и куда скажут, куда ехать, наслаждаться поездкой. Что нужно брать в каждое путешествие с собой? Ну, бухлишко и лучших друзей. Мы доехали до первой нашей остановки. Это заправка Роснефть. Проехали мы уже где-то часа 4. Нам еще немерено ехать. Приедем мы, наверное, к 3 или к 2 ночи. Вот самое прикольное, это когда ты приезжаешь на место, в темноте не видишь его, и с утра просыпаешься. И там красивый вид. Ну, я надеюсь, у нас будет красивый вид. Потому что если будет некрасивый, ну, мне пообещали красивый вид. Северная столица встретила нас дождем, ну как и положено. Если честно, такую дождливую погоду в Питере я наблюдал впервые. Наверное, до этого мне просто везло. К сожалению, наш штурман дал нам ясно понять, что в сам город мы не заедем. Оставалось только любоваться видами СКАДа. Прекрасная погода, это грибной дождик. Я в целом вообще всем доволен. Лишь бы не работать. В Черногории, когда шторм начался в горах, нас чуть не сдуло с горы. А как вы справились? Поставили палатку и легли спать. То есть при любой непонятной ситуации ставь палатку и прячься в палатку. Но мы еле-еле спустились со склона. Я чуть не сорвался со скалы, не упал. Вот. Но все обошлось, мы спустились, поставили палатку и легли спать. Погода просто прекрасная. Это лучшая погода, я думаю, для Карелии, для рыбалки, для всего остального. Мы наконец-то доехали до Приозерска спустя почти 12 часов, если быть точным 11. И сейчас гуляем по парку рядом с крепостью, наслаждаемся видами. Ну, это как бы моральная поддержка перед тем, как ставить палатку в какой-то кромешной непонятной тьме.
Наша первая остановка находилась недалеко от города Сартовалы. Доехали мы позже, чем изначально планировали, но все же радовало то, что дождь потихоньку заканчивался. Разогрев еду на горелке, мы практически сразу же вырубились. На утро нам открылись красоты Ладожского озера. В принципе, пока мы ехали по трассе, было вообще когда мы с трассы съехали, такое себе. Я вообще человек, если честно, городской, и меня такие варварские условия не очень, конечно, прельщают, но при этом здесь мне, в принципе, достаточно комфортно, что удивительно. Так что мне нравится, да. А вот то, что комаров много достаточно, как тебе это не смущает? Говно полнейшее. Но что поделать. Оделся, побрызгался, вроде больше не донимают. Отлично поспал в палатке. Я вообще в последнее время в сне неприхотливен. Но единственное, что кто-то давил меня в Артема. И Артем, когда проснулся, начал вдавливать меня опять в этого кого-то. А какие твои планы на сегодняшний день? Решать там вопросы с костром, все такое, а потом чилить. А какие твои ожидания насчет улова рыбы? Скорее всего, будет как в той песне. Цитируя: «Эх, хвост чешуя, не поймал я ничего». Ну, это мы проверим. Как ваши ощущения от первой пойманной щуки? Жестко, жестко. Мне понравилось. Ну, это был, конечно, что-то с чем-то. Борьба была. Она не хочет сниматься, она против папарацци. Против съемок. Рыбалочка удалась. Я точно уже не зря поехал. Я очень доволен и рад. Зашли в лес, чуть-чуть прошлись, поискали сушину для костра. И вот пока искали, нашли грибочки. Прекрасно. Завтрак, время 3:30. Вот сейчас яишенку пожарим. И мы покидаем первое место нашей стоянки. Мы поймали две, одну большую, одну маленькую щуку. Довольно много грибов забрали буквально за минут 20 где-то так, да? Все это приготовили на костре, было все очень сочно, было все очень вкусно. Пару крестовиков встретили и одну змею. Ну, змею случайно, я сказал посмотреть Тёме на ящерок. Они там водились под каким-то брезентом. Он поднимает брезент, а там змея. Да-да, хоть это и поход, но в магазины тоже периодически нужно заезжать за легким перекусьоном.
Единственное, в чем мы действительно сплоховали, это то, что взяли суши. Ну, очень уж захотелось. На удивление, сделали нам их всего за 20 минут, и они оказались довольно хорошими. Так как у нас дальнее путешествие, мы решили набрать дополнительные баки. Одного бака хватает на 600 километров, а на 300 километров у нас еще 2 с собой дополнительные бутылочки. Вообще, расход дизеля у Defender составляет порядка 11 литров на 100 километров, при объеме бака 75 литров, что довольно неплохо для такой вместительной машины. Изначально, после Сартовалы, мы планировали заехать в Петрозаводск, к подруге, но по иронии судьбы, как раз на эти дни она умотала в Питер. Сменив направление, мы двинули на гору Филина. На территории достопримечательности находится военная техника, кафешка, тир и бывший подземный командный штаб, переделанный в музей геологии и военной техники. Признаться, я и Макс не особые любители подобных мест, но Артему очень даже зашло. Также там можно погулять по тропинкам и прокатиться на зиплайне, но на нем мы не катались, мы забрались наверх так чисто поглазеть. К сожалению, в этот день мы уже никак не успевали доехать до Ватавары. Пора было определяться с местом стоянки. Просто самая прекрасная дорога в мире. Пока что по ней нам 200 километров, потом еще 300, и тут все падает, зарядники вылетают, ничего невозможно подзарядить. В общем, дорога мечты. Найдем ли мы место для ночлега, остается большой загадкой. Там есть населенный пункт, но мы не знаем ни одного там живописного места, никто из нас там еще ни разу не был. Как раз в такие моменты и начинаешь чувствовать дух приключений. В моменты, когда что-то идет не по плану. От музея, проехав 250 километров, мы остановились на совершенно рандомной стоянке, которую нашли на карте. Это было коллективное решение, потому что мы хотели просто остановиться, отдохнуть, поесть. И, в принципе, скорее всего, мы останемся здесь на завтра. Потому что здесь очень живописное место, судя по всему, с обрывом скальным над озером. Будет открываться красивый пейзаж. Но пока мы ехали сюда, у нас было ощущение такое немного криповое. То есть тут сосны непроглядные. Дремучий лес. Да, и первый раз мы проехали не по той дороге, и она вела в тупик. Макс выходил, поднимал нам сосну в виде шлагбаума. Ну и выходить из машины было стрёмно. Ну еще тут пауки. Макс любит пауков. Я ненавижу этих тварей. Да, тут крестовики, которые единственные пауки, которые ядовитые в нашей полосе. И это прекрасно. Это ужасно. Честно, мы никак не ожидали таких видов от этого места. Выбранного случайным тыком пальца по карте. Тут же мы решили опробовать лодку. Но на этот раз с рыбой нам не везло. Весь улов составила всего одна маленькая красноперка. Что, впрочем, не сильно нас расстроило. В какой-то момент недалеко от нас раздался звук выстрела ружья.
Оказалось, что это местные из деревни. Они сплавлялись на своих лодках и охотились на уток. Конечно, оказалось безумно красиво, но нам пора было двигаться дальше, к следующей точке маршрута. Мы, простояв денек в красивом месте, встали в 8 утра, собрались за 2,5 часа, уже направляемся прямиком на гору Ботаварра. То есть, как я уже говорил, в простонародье гора смерти. В лесу остановились на стояночке. Тут просто нереальное количество грибов. Вот, типа говорят, грибное место, но тут все грибное место. Куда ни посмотри, вокруг одни грибы. 3 подосиновика. И вот еще подберезовичек. Вот И такой там подберезовичек. еще один подберезовичек. Да, это просто пройтись вокруг, пособирать. Просто остановились у дороги. Тём, расскажи, как тебе ощущалось прилетевший камень? Да я думал, сейчас меня это вообще собьет нафиг. Вообще очень мощно было. Звук был похож на хлопок какой-то надувной подушки. Страшно, неожиданно очень. Потому что ехали на маленькой скорости, и просто огромный булыжник прилетел. Чем ближе мы подъезжали к горе, тем дорога становилась все менее и менее проходимой. По обочинам росли гигантские подосиновики в огромных количествах. Это без капли преувеличения. Как же сложно было не остановиться и не собрать их всех.
Нам осталось 300 метров до горы Ватавара. Мы едем по дороге полной камней. Изначально навигатор нам писал 6 часов, но за часа 2 мы сюда почти заехали. Дальше, как мы встретили по дороге туриста, он нам сказал, если заехать на самый верх, который возможно на машине, то останется идти 10 минут. Вот вопрос только остается в том, тот ли это маршрут, где самый верх, или не тот. И мы пошли. Спустя 3 дня пути Поднялись на гору. долго это было. Мы забрались на гору Ватавара. Вид отсюда просто прекрасный. Огромный бассейн с камнями мы не нашли, но тут есть прикольные деревья, прикольные камни. Они срезаны, как будто бы их спиливали. И виды, конечно, просто потрясающие. Теперь остается загадкой, успеем мы спуститься до заката или заночуем здесь, на мистической горе смерти Ватавара. И главное, тихо тут, просто безумно тихо. Вообще-то, Ватавара – это самая высокая точка западно-карельской возвышенности. Вокруг этой горы ходит много мистических историй. По слухам, сюда ходят культисты, а также это место сосредоточения злых сил. На самой горе мы не почувствовали ничего сверхъестественного, разве что видели пару языческих оберегов на скрюченных деревьях. Подъем в гору – это еще половина дела. С нее надо еще уметь спускаться. А спускаться с гор, по крайней мере пешком, обычно тяжелее. С этой, с Ватавары, я скажу, что спускаться легче, чем подниматься. Но она не особо, скажем так, уклонистая. Просто идешь, никуда не карабкаешься. Такой пеший маршрут. Трекинг. В принципе, там ничего сложного нет. А вот типа заехать на нее на машине – это, конечно, целое приключение. Вброд мы ехали по деревяшкам, и у нас машина просто не могла туда заехать колесами, она соскальзывала. Артем какие-то
магические кнопки нажал у себя в автомобиле, и мы на нее забрались. Мы свою долю кайфа от этой горы словили. Так что теперь остается спуск на прекрасную стоянку, которую мы нашли внизу. Надеюсь, мы до нее доедем. Мы остановились недалеко у подножья горы. Тут красивое озеро, где можно поплавать, а также есть баня. Ребят, какие впечатления насчет... Баня походная, надо сказать. Походная баня. Ребят, какие впечатления насчет горы? Нормас. Нормально. Мне понравилось, меня впечатлила дорога на гору. Это было испытание, которое мы преодолели, и Дефентов преодолел. Я думал, он не поднимется, если честно. Это было Это было реально тяжело жестко. и для меня, как водителя, и для машины тоже это было явно непросто, но мы все это преодолели, добрались до самой высокой точки, какой можно было вот подобраться на машине. Дальше только тропинки совсем прям. Знаешь, вот эти вот уклоны на машине, когда мы поднимались там под 45 или сколько градусов? Да не, 45 не было, конечно. Я не знаю, там 40 градусов где-то. Это было ощущение, что если что, мы просто съезжаем с горы и улетаем. Не, И вот эти вот стуки под днищу просто прекрасно. это только в конце, когда обратно ехали. Не, на самом деле я знаю техники, как спускаться, если ты не можешь забраться наверх. У Так что меня это просто не ощущение, страшно. что на самом деле основные впечатления от горы — это вот этот подъем до нее. Ну да, это основные достижения, поэтому они и запоминаются. Мне еще, конечно, запомнится завывание волков, которые мы слышали только. Да, тут безумно тихо. То есть я давно не слышал такой тишины, она просто гробовая. Ну, иногда ее нарушают завывание волков. И завывание волков периодически, да. Да, Ну, у нас есть колонка с музыкой, вроде звери боятся музыки и огня. это мы так предположили. Допустим. А когда мы допустим. будем спать, музыки не будет, а костер потухнет. Вот, ну да ладно. Ну, если мы проснемся завтра, то это уже Да, хорошо. если будет следующий выпуск, значит, волки нас не нашли. Либо нашли, но решили, что мы невкусные. А еще мы нашли лисички прям рядом с палаткой, там, но недалеко. Растут прям, да? Да. Надо сходить, там еще белый растет посреди дороги, очень хорошенький. Ну и вот эти мы возьмем, пожалуй. Очень уж они молодые и хороши. Кто-то снимает, а кто-то работает. Мы остановились на реке Чиркаке между двумя порогами, и мы нифига не поймали рыбы. Зато мы насобирали кучу белых грибов. Грибов здесь, конечно, немерено. Такого я, наверное, никогда не видел. Вот что прям вот настолько много никогда не было. То есть тут вокруг такая болотистая местность, и везде растут белые. Вчера ночью, пока мы сидели, к нам прибежала неведомая тварь.
То есть были маленькие глазки и чуть дальше большие глазки. И вот мы до сих пор гадаем, это была лиса и выдра или лиса и заяц. Ну, скорее выдра, потому что заяц так бы не стал бегать. А выдру мы просто сегодня встретили. Она к нам пришла, пока мы рыбачили. Да, она выползла из недр, глубин на Макса. Вот, они пообщались немного. Ну, разошлись мирно, это главное. Возможно, поэтому грибов не поймали, что выдра тут все... Не грибов, а рыбы. Рыбу распугала. Но в воде грибов мы тоже не нашли. Вот, посмотрели на порог. Порог называется... Назовем его Хакимаки. Паку-маку, не знаю. Ну, Какое-то финское название порога, да. Очень живописный, красивый. Мы на него сегодня ходили смотреть. когда мы ночевали под горой Ватавара, это, конечно, была жесть. Тихо, ни комара, ни звука. Мы выжили, волки нас не съели. Да, мы выжили, волки нас не съели. Хотя они были всю ночь, по-моему. Да. Это было ужасно. Напрягает немного, да. То есть там и днем тихо, и ночью тихо, но ночью, вот именно ночью напрягает очень сильно. Некомфортно. Но здесь зато очень уютно. А здесь у нас шумят пороги, так что даже если тут было тихо, все равно как бы шум порогов нас успокаивает. Поехали. О! Грибы приготовились, пора кидать лапшу. Да. Река Черкакемь – это одна из самых больших рек Карелии. Кстати, здесь очень популярны водные походы на байдарках. Сплавляются ребята сами, либо взяв тур. Рядом именно с этим местом находится детский лагерь «Большое приключение». На байдарочном маршруте мне не довелось у них побывать, зато ездил велосипедный. Артем, мне кажется, ходил у них во все виды походов. Беломорск, где попытались взять пиццу, что нам, к сожалению, не удалось, по той причине, что пиццу, если ты хочешь заказать внутри, то одна пицца готовится 25 минут. Ну, то есть мы хотели взять 3 пиццы, и это готовилось бы час с лишним, и это был для нас не вариант совершенно, поскольку мы туда заезжали проездом. Или же, если ты хочешь ее унести с собой, тебе надо будет... Море. Мы доехали до моря. Вот слева там в окошко видно море. Не знаю, видно, не видно. Короче, хотели поесть пиццы, не получилось у нас это, потому что если ты хочешь доставку, то там вообще надо по номеру телефона звонить. Но мы зашли в пятерочку, купили недостающие, скажем так, Нормальные ингредиенты. Ингредиенты, да.
Сухпай и всякая такая тема. И сейчас уже будем подъезжать к морю. Дороги, конечно, тут ужасные. Клали их, как будто играли в дартс по карте России, по карте Карелии. То есть ты едешь, дорога идет нормально, а потом резко начинается дикий грейдер, потом опять нормальная дорога, потом опять грейдер. И так вот чередуется. Ты не знаешь, когда же это все закончится, когда же это все начнется. Это такой игра в сюрприз, скажем так. Но вот Артему очень нравятся грейдерные дороги, он от них кайфует, у нас от них стекло уже почти вечно пошла еще дальше. Не то, чтобы я сильно кайфовал от них, выбора особо нету. Да, у нас просто нет выбора. Нам нужно на море. Раз на море такие ведут дороги, значит мы идем по таким. Решили приготовить пиццу, и вышла полнейшая фигня. Она просто сгорела. Мы думали, что мы итальянцы, но оказывается, нам до них еще далеко. Тут была такая луна, и лунная дорожка маленькая текла по воде. Тут не жарко, чувствуется свежий запах моря, такого соленого бриза. Вокруг ели, сосны. И просто прекрасно. Каменистый пляж с огромной скалой, вдающейся прямо в море. Это красиво, конечно. Ну и дикие звери, которые рычат. Да, мы пока ходили за дровами, тут кто-то очень громко рычал. Мы думали, что это Макс, но оказалось, что это дальше Макса. И кто-то пел по-китове. Ну, либо это были люди, либо это были киты. Говорят, тут водятся морские котики где-то недалеко, но я думаю, это не они были. Думаю, готовить пиццу мы сегодня больше не будем. Может быть, завтра? Я сомневаюсь. Проснувшись с утра, мы решили прогуляться по отмели. За ночь вода полностью ушла, наверное, где-то на метров 20 от берега. И тут мы нашли маленьких креветок плавающих. Были какие-то побольше, были какие-то поменьше. Также мы встретили медузок, которые остались и не успели уплыть в море. Выглядят они как желешки такие некие. Я видел их плавающим в виде пакетов в Черном море. Но в Белом море, вот и когда их выбрасывают, они похожи на желешки. Берег довольно красивый. Единственное, что немного водорослями попахивает, но не сильно. Видимо, солнце еще не успело их достаточно нагреть, чтобы они воняли. Так что ходить тут спокойно можно. Моллюски валяются. То есть живые. Какие-то ползают, оставляют за собой следы. Ну, прикольно покопаться в песочке, конечно. Ну, в принципе, походить по отмели. Пляж такой немного скалистый. Песочек есть. Камушки есть. Пособирать их тоже можно. Ну и в целом такой морской воздух. Чайки вот летают. Что-то едят после того, как выбросила, оставила точнее, в песке еду им, море. Ну и мы, скорее всего, вот прогулявшись по пляжу, сейчас сядем в машину и поедем на нашу последнюю точку в Шальский. Конечно, тут здорово. Я очень рад, что мы заехали на море. Морской воздух полезный, красиво. Все-таки как немножко для галочки получается, все-таки побывали, несмотря на карантин, на море.
Вот, и я очень рад, что это не Южное море, а Северное, потому что, как вы можете видеть, на пляже абсолютно никого. Да, тут нету Вот, никого. да, ты можешь наслаждаться морем в тишине. Ты представляешь, как сейчас в Крыму Вадик вот едет в Крым? Да, там наверное, они друг просто на друге все лежат. А здесь, вот сейчас прям, я бы сказал, жарко, и даже позагорать вполне можно было бы. Ну вот, надо было рубашку снять. Я вообще кофту надел. Жесть жарко. Вот, и красиво, и грибов можно собирать, куча ягод. Все это рядом, костерок пожечь, душевно посидеть у костерка с гитаркой. Супер, супер. Я думаю, наш маршрут, который мы изначально продумали, и то, что он все еще, несмотря на то, что подходит к завершению, идет по плану, это очень здорово. И я не жалею ни об одном месте, в котором мы приехали. Так что, как-то так, я рад. Ну вот мы наконец добрались до конечной точки нашего маршрута, недалеко от поселка Шальский на Онежском озере. Мне очень понравилось, что вся поездка была полностью по плану. Как мы планировали, мы посмотрели все, что хотели. Ключевые точки все пройдены. Вот. И более того, все ключевые точки мне очень понравились. Что Ладога, что гора, что море, что Онежское озеро, пороги. Все это мне очень зашло. Несмотря на то, что изначально я ехал нацелен именно на рыбалку, мне рыбалки было достаточно на Ладожском озере. Когда мы поймали щуку. Да, когда мы подряд 2 щуки выловили, одну небольшую, одну здоровенную просто. Гора, которая в итоге оказалась труднее, чем я ожидал. На машине за ней заехать, конечно, это был челлендж. Да, но мы заехали по самой тяжелой дороге, но подъехали ближе всех. Самая ближайшая точка к вершине. Я вот прям вот максимально удовлетворен этой поездкой. Я на самом деле до сих пор как-то не верю, что все это происходило. Я в каком-то неком пространстве. Пространстве и пространстве, да. Вот с походниками, такими как Артем, и в какой-то степени как Костян. Ну, я такой полупоходник. Да. Отлично все прошло. И единственное, поменьше было бы пауков. Мне жутко арахнофобия, извините. Поменьше пауков, и все было бы чисто идеально. Отличные места. Вместо каких-то там заросших лесов у тебя мох под ногами с ягодками, растущими из кустиков. Ходишь, собираешь грибы, наслаждаешься видами, рыбачишь. Мы поймали очень много грибов. Просто невероятное количество. Невероятное количество грибов. У меня был план наесться грибами на всю жизнь прямо здесь. За одну порцию хватило. Их было так много, что половину мы выбросили. Мы даже не все приготовили. Половину белых грибов просто улетела. Ну как половина? 2/3, я бы сказал. Меньшая часть была приготовлена, и большая выброшена просто за невозможностью столько есть эти грибы. Время пострелять, между нами пальба, попадаешь.
Ну вот и подходит наше приключение к концу на этом прекрасном пляже, песчаном пляже. Вокруг волны. Летом тут, наверное, прекрасно. То есть лежишь, загораешь, купаешься. Сейчас, конечно, уже осень, и тут немного прохладно и ветрено. К сожалению, в последний день у нас намечается дождь. То есть здесь пока слегка чуть-чуть покрапывает, но обещают его до конца следующего дня. То есть там до 3 часов дня. Но мы уже с утра уедем отсюда назад домой. Я даже на самом деле не представляю, как вот после этой всей поездки такой, мы ночевали в палатках почти постоянно, готовили еду на костре, в трудные минуты мы готовили, или когда нам было просто лень, на газу. Но вот после такого всего вернуться домой в обычную квартиру, где есть вода, где есть тепло, скажем так, это как-то немного странно всегда. То есть какие-то удобства я имею в виду. Просто проснулся сегодня, а уже конец поездки. Кстати, что удивительно, мы первый день, когда приехали сюда, в Карелию, нас Карелия встретила дождиком таким небольшим моросью, что она нас провожает по факту моросью. Это прям забавно как-то. Короче, прекрасно тут. Все, пока. Неважно, какая погода будет, да, хорошая, плохая, мы просто забухаем. Жажда замучила что-то. Пить охота, говоришь? Ничего не могу с собой поделать. Я просто есть хочу. Нет, волков боюсь больше. Мне солнце слепит. Я медузу не подснял. Ну подснимешь, сейчас найдешь. Так, пойду я за пивом. Хватит этих Разглагольствований. вопросов и ответов.